Я приехал в Братиславу в 4 утра. По плану я должен был приехать в 9. Я вышел из автобуса на заправке и в этот момент четко понял – это начало новой жизни. Первое ощущение, когда я приехал в Братиславу, хотя это было утром, мне катастрофически все было похоже на Украину, на Киев. И думаю, так, стоп, а как мне теперь добраться туда, где была арендованная квартира? Спасибо жене, она сняла квартиру на Airbnb. По привычке взял телефон, заказал Bolt, все работает, все четко. Поехали. Таксист был словак, мне ни хрена не было понятно, что он говорил. Да мы, в принципе, не особо разговаривали. Я сидел в окно, смотрел влево-вправо, все дико, все интересно. Что это? Как это? Новый город, прикольно. Я уже кайфовал, мне уже все нравилось. Дорога заняла минут 15. И я попал на свой первый район – Петržalka. Район комфортный, уютный, все рядом. Сначала мне казалось, что весь район такой, как наш жилой комплекс. Ха-ха, нет. Стоило выйти за территорию, и ты видишь знакомые советские панельки, разрисованные в разные цвета. Очень похоже на Софийскую борщаговку в Киеве. Это был первый мой район в Братиславе. Сам жилой комплекс оказался очень удобным. Здесь стоят почтоматы разных сервисов. Комфорт здесь на всех уровнях. Зарядки для машин тоже есть. Еще одна деталь, которая меня зацепила. Люди спокойно оставляют свои детские игрушки на площадках. Это мелочь, но она много говорит о чувстве безопасности. В чем прикол? В каждом доме, под каждым парадным есть пологий, ровненький, хороший, удобный пандус. Красота. Было холодно, ноги болели. Я выглядел, как бомж, это ничего не сказать. Я выглядел просто как бродяга жесткая. В тапках с носками. Туда его. Именно на этой лавочке я ждал встречи с владельцем квартиры. Представьте себе нашу первую встречу. Я, красавчик, с рюкзачком. Да, я не мылся 7 дней. Он, наверное, охренел, когда он меня увидел. А на 9-м этаже этого дома была моя первая квартира в Братиславе. В тот момент у меня было одно желание – помыться и постираться. За 9 дней аренда обошлась мне в 575 евро 55 центов. В квартире было все необходимое – интернет, посуда, стиральная машина, постель и полотенце. Честно, мне для счастья в тот момент больше и не нужно было. Но за 9 дней мы не успели найти постоянное жилье и пришлось продлевать аренду по 50 евро за сутки. Отдельное спасибо хозяину. Не везде на такое идут, тем более, когда у человека уже есть клиенты на долгосрочную аренду. По сути, он стал моим первым словацким другом. Мы не говорили по душам, он не знает украинский, я не знаю словацкий, но мы спокойно общались в переписке и на английском при встрече. Первый день я ничего не хотел, кроме того, как я отвалялся, отоспался, кайфанул, вышел на балкон, увидел вид. Бля, какой был вид? Сходил в Билую за продуктами, приготовился пожрать. Первая нормальная еда. Банальный момент, в магазинах здесь, кстати, говорят, типа, по часа. А мне почему-то послышалось ки-часа. Ну, окей, ки-часа, так ки-часа. Ну, я прихожу в магаз, покупаю какие-то продукты, и в конце мне по часа, и я ки-часа. Если перевести, пошел. Пару людей, мне кажется, пострадало. Как я не получил по морде, это хороший момент. На второй день я захотел немножечко познакомиться с Братиславой. Ну, понятно, новая страна, новый город, мне все интересно, я хочу двигаться. Отдельно хочу сказать про общественный транспорт в Братиславе, потому что это было одно из первых приятных открытий. Автобусы здесь реально ходят по графику. На остановках есть табло, где видно, через сколько минут приедет автобус, и это время совпадает с реальностью. Плюс тот же самый график можно посмотреть в Google картах. Для нового человека это очень удобно. С оплатой проезда тоже все достаточно просто. Есть несколько вариантов. Можно купить билет в приложении, можно купить билет в автомате на остановке, но важно учитывать, что такие автоматы есть не везде. Еще один вариант – купить билет уже в самом автобусе через терминал. По цене это недорого. Стандартный короткий билет стоит чуть больше 1 евро, а билеты на более длительное время чуть дороже. Еще один момент, который поначалу непривычен. Двери в автобусе не открываются автоматически. Чтобы зайти или выйти,
Нужно нажать кнопку на двери. Мелочь, но когда ты знаешь об этом заранее, чувствуешь себя гораздо спокойней. Я приехал на остановку мост СНП. Это мост Словацкого национального восстания. Без экскурсий и дат. Просто место, откуда город начинается пешком. Выходишь из автобуса и сразу видишь мост с НЛО. Я пошел гулять без маршрута, просто идти и смотреть. И первое, что неожиданно бросилось в глаза – львовский круассан. Не как реклама, а как напоминание, что мир сейчас сильно перемешался. И ты в этом перемешивании часть процесса. Дальше опера. Очень спокойное, аккуратное здание, возле которых хочется просто пройти медленнее. Братислава мне показалась близкая по духу. Не могу сказать, что я в нее влюбился по щелчку руки, но что-то меня здесь начало держать. А потом я увидел пацанов, которые играли в футбол прямо в центре города. Не на площадке, не на стадионе, а просто между домами. И в этот момент я почему-то улыбнулся. Потому что, если честно, когда в центре города пацаны спокойно гоняют мяч, значит, с городом в целом все в порядке. Чуть дальше башня с часами. Я тогда даже не стал гуглить, как она называется, подумал, если станет важно, узнаю потом. Я шел по центру и ловил себя на мысли, что здесь можно жить спокойно, без спешки, без напряжения. Если вам будет интересно подробнее показать центр Братиславы, как он выглядит, какие здесь сцены и чем он живет изнутри, напишите об этом в комментариях. Я спокойно сниму отдельное видео. Через 3 дня ко мне должна была приехать жена. Дорога — это отдельный трип. Все, кто катался и ездил сюда на автобусе, прекрасно понимают, какие это очередя, какие это пробки на границах и тому подобное. Да, они опоздали почти на 18 часов. Она очень устала, и чтобы ускорить нашу встречу, я поехал к ней. Как я буду ехать навстречу? Окей, Google. Как я арендовал машину, я сейчас расскажу. В интернете очень много всяких предложений. Вы можете проштудировать, посмотреть, я этим занимался, наверное, часа 2. Но из всех предложенных вариантов для себя я выбрал Six. Я уже туда иду в 3-й раз. Как, что и почему, я покажу дальше, как это все происходит. Let's go. Я просто пришел в офис Sixt, подтвердил бронь, дал права и паспорт. Мне спокойно проговорили условия, и я поставил автограф. Рассчитался. И все. Погнали кататься. Короче, вы все увидели, все очень быстро, толково, по факту. Я уже возле тачки. По сути, все нормально. Но на тачке и на задней двери есть коцик. Меня предупредили об этом, сказали, что типа они в курсе, все знают. Сделай типа фото, и проблем не будет. Окей, посмотрим, чем это все закончится. Ура! После того, как я взял машину в аренду, я погнал в Польшу в Катовице, навстречу к ней. По дороге я как обычно, по привычке, ищу ямы, выбоины, смотрю по сторонам. Одним словом, внимательный на дороге. Выехав на трассу, я понял, что этого делать не надо. Здесь абсолютно хорошие дороги. Здесь можно просто расслабляться за рулем. Никаких границ, никаких остановок. Самое главное — купить виньетку. Это делается очень просто через приложение. По приезду в Братиславу она трохи оклемалась. И, давай, что-то надо пожрать. И решили по привычке заехать в Мак. Это единственный Мак, который работал тогда ночью. Тут, в принципе, магазины не работают по ночам. А если и работают, то это единичный случай, на Google карте в тот момент мы не нашли. Окей, поехали в Мак. Добрый день, Оксана Батя. Добрый. На Макдрайве все было на словацком языке, непонятно ничего, что там написано. С горем пополам разобрались. Мы узнали первое наше слово на словацком, это была амачка, соус. Посмеялись, забрали Мак,
погнали домой знакомиться с квартирой. Когда пришло время вернуть машину, все казалось просто. Приезжаешь на парковку и кидаешь ключи в окошко. Но залог возвращается не сразу, а через пару дней. Мы этого не знали и рассчитывали на эти деньги. На сегодня, в этом выпуске, я сказал все, что хотел. Но на этом мои приключения в Братиславе не закончились. Как меня хотели кинуть риэлтора, как я заблудился в Икее, и как... Бля, да что же... Зай, ты лох. Ну лоханулся, ну лох. Ну что, тяжело запомнить, ну? И как я лоханулся в метро, смотрите в следующих выпусках. А сегодня все. Спасибо.